если между человеком и человеком есть стена, надо разрушить эту стену. Это я по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Так образно выразился. Ну, ты ее уже долго разрушаешь. Да, да. Я вот, ты говоришь, я скромный. Нет, я не скромный, я согласен, да. Давно я это делаю. Разрушаешь, но как бы союзников мало для разрушения стены. Работников, союзников. Притом эта стена очень-очень железнобетонная. Очень толстая. Очень толстая, очень крепкая. Я думаю, толстый, крепкий и чем это Берлинская стена. Когда-то разрушили эту стену, мы тоже разрушили. Вы что, удивились, да, что из Армении и Азербайджана в одном такси? Зачем удивиться, когда у меня у самого братуха азербайджанец, а я сам армянин. Мы, дорогой, родные враги, родные. Да, да. Самые родные враги мы. Георгий, я помню, это было в 2012 году. Я тогда тебя первый раз увидел в интернете. Ты организовывал фестиваль азербайджанских фильмов в Армении. Позже я узнал, что ты еще организовывал Дни Азербайджана в Армении. Это был 2007-2009 год. И в этом видео, которое я увидел, на тебя нападали, то есть били. И это на меня произвело очень большое впечатление, потому что, я бы, например, не было бы у меня такой смелости, я не знаю, людей, у кого была бы тогда, да и сейчас, смелость организовать Дни Армении в Азербайджане, Дни армянских или фестиваль армянских фильмов в Азербайджане. То есть ты уникальный человек не только для Армении, но и для Азербайджана. Эти вот Дни Азербайджана в Армении, фестиваль азербайджанских фильмов. Причем я знаю, что десятки тысяч людей участвовали, да, то есть дети в школах, ты приглашал философов, журналистов, активистов, писателей из Азербайджана, которые с армянскими детьми говорили, рассказывали об Азербайджане, правозащитную школу создавали, рассказывали о правах человека и так далее. Мне знаешь, что интересует во всем этом? Какую цену нужно заплатить личную, чтобы делать это? То есть чего это тебе стоило и стоит? Даже не мизер, даже ни капли той цены, что было в течение этих 30 лет. Гибели молодых людей, столько беженцы, вынужденные переселенцы. О какой цене можно говорить? И особенно сейчас, когда позавчера было под эгидой войны мясорубка была. Никак не может быть сравнимым насчет цен, но как-то надо это все остановить, Эмин, дорогой. Что касается Дней Азербайджана, это был 2007 год. Тогда уже начал процесс дискредитации моей личности, как деятеля, как человека. А пик уже был в 2012 году на фестивале азербайджанских фильмов,
И это нападение, это было инсценировано, это в контексте того же дискредитации. Что касается Дня Азербайджана, это была очень масштабная инициатива. Это где-то 6 месяцев длился. Участвовали больше 50 тысяч людей, ученики, учителя, родители. Завершающая фаза – это неделя, это приезд уже азербайджанских коллег, как вы сказали, поэты, писатели, там, философ, правозащитники. Они рассказывали про Азербайджан, но они каждый вели свои мастерские. Кто в школе правозащиты, Давали мастер-класс. Кто журналистики. Хочу подчеркнуть, что фестиваль азербайджанских фильмов, во-первых, хочу говорить, что это был самый узнаваемый проект на Южном Кавказе, потому что это был не проект, это была не инициатива, это была буря. Это была буря в Армении, и эта буря еще тогда показала банкротство Армении. То есть это пустота. В каком смысле пустота, банкротство? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду того, что все это... Пустота, ты имеешь в виду стратегии вражды или вот этой идеологии вражды? Или... Стратегии вражды, идеологии вражды, пропаганда вражды. Потому что все это было искусственно, а люди-то понимают. В эти времена это вся Армения, это начиная с утюга или микроволновки до телевидения, блогосферы, социальных сетей, все говорили об этом фестивале. И для мыслящего человека возникает вопрос: ну хорошо, если это предательство, а почему с утра до вечера об этом говорите? И с другой стороны, это фестиваль азербайджанских фильмов не был причиной, а был поводом, чтобы закрыть Текалинский процесс, чтобы дискредитировать меня как основателя, один из основателей и один из лидеров Текалинского процесса, чтобы закрыть Текалинский процесс, потому что это уже стало опасным для них. Мы придем сейчас к Текалинскому процессу и что случилось потом, где он сейчас, где он, может быть, будет завтра. Но я хочу, знаешь, я хочу вот сегодня с тобой поговорить о том, что было, что есть и что может быть, да, между Арменией и Азербайджаном. И как возможно создавать эти мирные отношения между этими двумя народами, обществами, государствами. Но для того, чтобы это понять, знаешь, я прекрасно знаю там, как это в Азербайджане, но я думаю, что нашим зрителям и в Армении, может быть, и в Азербайджане, и в регионе будет интересно, знаешь, что понять. Да? Вот ты один из ведущих был и есть миротворцев в этом регионе. И ты делал очень крутые, очень необычные, очень, я не знаю, проекты, которые гремели не только на Армению, Азербайджан. Я думаю, что на весь регион, все в мире, кто занимается этим регионом, знали об этом, знают об этом. Но в тот день мы с тобой сидели, ты мне рассказывал, как люди, они поддерживали тебя, выражали свою симпатию, приглашали к себе домой, там разным образом сначала начинали изъявлять желание помочь, участвовать, поддержать, а потом в какой-то момент исчезали. 1 раз, 2 раза, 5 раз, 50 раз, 100 раз. То есть когда государственная машина может надавить
на любого человека, чтобы он перестал. И ты говоришь, что таких людей 80%, да, то есть ты всегда об этом говоришь, что большинство армян хотят жить в мире, им не интересна эта идеология вражды и так далее. Но так выходит, что возможно это остановить. Почему я об этом спрашиваю? Я хочу вот глубже понять психологию и анатомию именно вот этого, как государство останавливает человека от того, чтобы общаться с человеком, идея которого он симпатизирует и поддерживает. Почему я хочу об этом поговорить? Потому что мы сейчас придем вот в сегодняшний день и в будущее, да, то есть что мы можем делать. Но я просто точно хочу очертить вот драматичность этой ситуации, то есть проблему этой ситуации и спросить, как это было, и если сейчас в Армении, в Азербайджане начнутся какие-то инициативы, да, то есть как это предотвратить, возможно это предотвратить, или это будет так же, и тогда какой смысл это делать, если так же тебя или таких, как ты, будут останавливать. То есть можешь ты мне начать вот рассказать про это, то есть и привести это в сегодняшний день, то есть сказать, что ты думаешь, сегодня будут такие же проблемы или это осталось в прошлом? Если посмотрим в политическом аспекте, сейчас ситуация намного хуже, чем позавчера. Позавчера имею в виду, чем до войны. Сегодня стало еще хуже, чем в 2007, 2012. Да, намного хуже. До 2007 это Армения, это была другая Армения, чем уже в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Тогда, возможно, было большие общественные дискуссии организовать, создавать все условия, чтобы даже в казарме, а мы в казарме, где есть конфликт, там и казарма, там и нарушены все права человека. Но до 2007 года это другая Армения была. Мы могли так сделать, чтобы услышан был как альтернатива политикам, общественникам, политологам и вообще так называемую элиту, как альтернативно сделать услышанным голос обыкновенного человека, обыкновенного гражданина, обеспечить его участие, чтобы сам распоряжался своей жизнью. А после 2007 года начали это глушить? Потому что там уже был дисбаланс, потому что политики одно говорили, а вот обыкновенные и политики, политологи вообще, так называемая элита, они всегда от имени гражданина говорили, от имени народа говорят. А кто этот народ? Этот народ – это человек, это индивидуум, это личность. И в какой-то момент, уже когда слышно было голос этого индивидуума, этого личности, этого человека, какой-то дисбаланс был это. Какой-то парадокс был, потому что никакая стыковка не была. То, что он от имени его говорит, не совпадалось. То есть те, кто были у руля государства, они увидели, что, допустим, мероприятия таких людей, как ты, вызывает такой резонанс, что это может угрожать устоям идеологической системы, которую построили. Вот такой пример. Ну, по принятым правилам, когда я пригласил азербайджанских коллег в Армению,
а мы так это застольные дискотеки, такие мероприятия не сделали. Это мы ездили по всей Армении, были в школах, в театрах, не знаю, там в домах культурах, в рынках, в улицах, в многолюдных местах, общались с людьми. До этого мы рекламу сделали, что в городе, площадке будет встреча с писателем Азербайджана, с композитором Азербайджана. Люди уже узнали, пришли, начали общаться. И во время этих наших инициатив, мероприятий нам сопровождали всегда офицеры спецслужбы Армении, как охрана азербайджанцев. И они в основном нам мешали. Нам мешали, потому что они как бы власть свою показали, или когда на мероприятии походка этого человека, это уже видно, что он из спецслужбы. А в постсоветском пространстве это есть страх от силовых структур. Есть страх, да? И вы знаете, я предупредил этих людей, что, вы знаете, мы находимся в школе, спрячьте ваш пистолет. Мы перед детьми, вы нам мешаете работать. Я раз предупредил, 3, 4, 5 предупредил. И потом я официально отказался от этой службы. Мои последние инициативы, начиная, по-моему, уже 2008 года, я с моими коллегами-азербайджанцами, это безохранная спецслужба, это передвигались по всей Армении. И не было никакой проблемы, что линия пропаганды какой именно? Такой, что опасно, да, это азербайджанцу без охраны быть в Армении. Но показал, что это ложь. Ну, я о другом спрашивал. Смотри, я спрашиваю тебя, знаешь, сейчас не на эту тему, а я тебя спрашиваю о том, что когда ты организовывал все эти мероприятия, все эти ивенты, я знаю, что к тебе подходили люди, простые армяне, поддерживали и изъявляли свое уважение, любовь, да, приглашали тебя к себе домой. И ты мне рассказал, что в какой-то момент они переставали общаться. То есть, и ты узнавал, что на них оказывалось давление. Да? И мой вопрос, знаешь, в чем? То есть, может быть, это было во время Кочаряна, может быть, это было во время Саркисяна, может быть, я надеюсь, я хочу надеяться, что все-таки сейчас у власти Пашинян, он сам все-таки из среды неправительственных организаций, он сам все-таки был журналистом, правильно? То есть сейчас я понимаю, что проходит год с начала войны и Второй Карабахской войны, и сегодня есть новая ситуация. Я не говорю о прошлом, как бы, чтобы сказать, кто плохой, кто хороший. Мы все прекрасно знаем, что в Азербайджане, в Армении все эти годы происходило. Но я думаю о том, что мы можем сделать сейчас, но извлекая уроки из вот тех сложных лет конкретно твоей работы в миротворческом процессе. Ну, Эмин, давай посмотрим так. Говоришь вовремя Кочаряна, Саркисяна или. Да, никакой разницы нет. Это времена Тер-Петросяна, времена Кочаряна или Сержа Саркисяна. Знаешь почему? Потому что уже даже дело не дошло до Пашиняна, потому что уже создана была такая казарма, такая уличная, патриотическая
Идеология. Олигархия, идеология, организованные преступные группировки в Фейсбуке, других социальных сетях, в улицах. То есть это в каждой сфере уже были смотрящие. Времена изменились, и мы одно время уже жили в официальном казарме, где опасно было говорить это, где опасно было говорить с этим человеком, общаться с другим или выражать такую мысль. То есть мы хотели сделать услышанным голос человека. Как голос человека начал быть услышанным, уже начали топтать, уже начали душить, потому что в этом была большая угроза Основам системы. да, чтобы больше невозможно манипулировать конфликтом. Как мы знаем, хоть всякие делаются преподносить это как этнический конфликт, но это не этнический конфликт, это политический конфликт. То есть, и что касается примирить армян и азербайджанцев, да, кто мы такие, чтобы мы взяли на себя такую миссию примирить этих людей? Просто не надо мешать этих людей, надо сделать возможность, чтобы общались эти люди. Не обязательно тотально, чтобы все общались. Но я хочу общаться с Эмином, я общаюсь с Эмином. Я хочу ехать в Газах, я еду в Газах. Смотри, я вижу такую, как тебе сказать, да, на английском есть слово pattern. То есть как будто то же самое происходит каждый раз, когда у нас есть шанс, да, там, мириться, договориться, ну, происходит что-то, что нам не дает это делать. На большом и на среднем, в разных масштабах. Это очень интересный момент, ты однажды об этом говорил, мы об этом все знаем. Хайрикян, он был известным, был в советские времена, самый известный, да, армянский диссидент. Он к 1988 году был, фактически без 5 минут будущим президентом Армении, то есть огромная была поддержка и так далее. И когда случились события в Сумгаите, он выступил перед огромной толпой в Ереване, да, и сказал, что армянский народ не должен попасть в ловушку, что это была ловушка, организованная КГБ, которая может привести к войне, и они хотят, чтобы это привело к войне. И он предупреждал армянский народ не попасть в эту ловушку. На следующий день, в следующие дни, если его арестовали, его лишили гражданства, депортировали в Эфиопию, по-моему, потом он в Америку. Гражданство не лишили. Не лишили, но в Эфиопию депортировали, в Америку потом он вынужден был уехать. И, короче, его вот с политической карты, не скажу, что убрали, но нейтрализировали. Да, да, именно нейтрализировали. Да, и потом вот создался комитет Карабаха, потом, значит, все эти требования, что Карабах должен стать Арменией, Миацум и так далее и тому подобное. Хотя вот его позиция тогда, да, до того, как его позиция была, что мы должны вместе с Азербайджаном бороться за свою независимость, чтобы Армения и Азербайджан стали независимыми государствами. Потом мы должны внутри Армении, внутри Азербайджана демократизироваться. И потом в этом процессе мы должны сесть с Азербайджаном и говорить о будущем Карабаха. Как две демократические, независимые, цивилизованные страны, соседи. И этот нарратив, эта идея, да, человек с такой идеей, который пользовался огромной поддержкой всей Армении,
фактически его просто убрали. Да? И что произошло потом, мы уже все знаем. Сейчас твоя история напоминает мне, конечно, в другом контексте, в другом поле немножко, но это то же самое. То есть ты делаешь Дни Азербайджана в Армении в 2007-2009 году. Это вызывает огромный резонанс. Люди к тебе тянутся, они приходят, они говорят об этом, им это нравится. Они начинают общаться с азербайджанцами, которых ты приглашаешь в Армению. Но потом резко на этих всех людей идет давление, все эти инициативы закрываются, тебя изолируют и фактически нейтрализуют немножко на другом уровне, но тоже фактически атакуют, нейтрализируют, нападают, угрожают людям, которые хотят тебя поддержать и выставляют тебя в свете типа предателя, национальных интересов, врага народа, одинокого человека, который сейчас живет вот в деревне на окраине Армении, без друзей, без никого. То есть, почему я это рассказываю, знаешь, вот сейчас новый этап в истории наших стран, нашего региона. И у нас есть опять шанс, да, или мы, и когда я говорю я еще хочу сказать и армянское, и азербайджанское общество, и армянское, и азербайджанское государство. То есть мы как бы все в одной лодке. Или мы, проанализировав то, что было раньше, да, сядем и решим, что мы хотим делать в следующие 20-30 лет. Опять вражда, опять изолировать таких людей, как ты, не давать им делать свою работу, которая очень эффективная, но если не дают делать, если государство тебя отрезает от всего, что ты можешь делать? То же самое может быть с кем-то в Азербайджане. То же самое. То есть, как ты думаешь, что сейчас, как сейчас мы должны построить стратегию в Армении, в Азербайджане, да, чтобы с Пашиняном и с Алиевым по-другому иметь другой исход этого этапа нашей истории. То есть у нас шанс. Как мы это должны построить? Как должен Пашинян относиться к таким инициативам? Как должен Алиев относиться к таким инициативам? Что должны делать мы, представители интеллигенции, гражданского общества? Эмин, давай так посмотрим. Я повторяю, сейчас в политическом аспекте ситуация намного хуже, чем позавчера, чем до войны. Но Пашинян же говорит, что коммуникации может с Турцией открыть, то есть идет же эти Много разговоры. чего они говорят. Ты думаешь, не откроют? Это много чего говорит. Давайте сейчас не будем угадать, будут открыть или не будут открыть. В политическом аспекте ситуация намного хуже. Но насчет шансов людей. Пока мы, граждане Армении и граждане Азербайджана, не будем сами распоряжаться нашими судьбами, я думаю, ничего не будет. Но шансы, как были 30 лет, которые мы упустили, шансы и сейчас есть. Но сейчас уже в нашем аспекте граждан, людей, армян и Азербайджан, шансы увеличились в том плане, что мы налицо видели весь этот ложь псевдопатриотики. Это военно-патриотические истерии. Вся эта трагедия мы пережили. И эта псевдопатриотика, это просто лопнул.
И люди рано или поздно, вот один момент в Армении начали говорить, ну, к примеру, родители военнослужащих, которые в Карабахе, начали говорить. И такие вещи говорили, что даже до войны, даже в наших самых-самых сильных воображениях мы бы не смогли это думать об этом, что такого обыкновенные люди будут говорить. Но начали же говорить, начали же истинное правозащитное движение. Матеря солдат. Матери солдатов, вообще родители солдатов, родственники солдатов. Очень конкретно говорили. Пусть наши дети служат в Армении. Верните из Карабаха. До войны такого никто не говорил. Но ни один человек, ни 2, ни 10, ни 15 говорили. А это очень много людей, это пикетировали правительство, требовали. Но другое дело, что вдруг в один момент, в один минут, в один секунд исчезли эти люди. Их детей вернули из Карабаха? Нет. А где они? Это означает, что те механизмы еще существуют. Это эти уличные, это смотрящие, это организованные патриотические преступники. Это, то есть группы давления еще существуют. Механизмы давления на людей еще существуют. Но уже очень трудно будет это закрыть это все. Сейчас наши шансы, если не будем повторять те ошибки, которые были, я имею в виду так называемый гражданский сектор, которые были до войны, это никчемные проекты, у которых не были потребители, неинтересно было это людям, и люди на это все просто так посмотрели, как на олигархов смотрят, или как псевдожурналистов смотрят, или Гранты между грантоедством, да. Этих смотрят. Люди, которые просто организовывали мероприятия для того, чтобы... Что касается Хайрикяна, я хотел пару слов про Хайрикяна говорить. Да? Да, я согласен, Эмин. Хайрикян был бы через 15 минут президентом Армении. Но КГБ Советского Союза на самом деле изолировал Хайрикяна, пока власть не передаст своим агентам в лице комитета Карабаха. И очень долгое время не то, что лишили его гражданства Армении, а не вернули его паспорт. А он без паспорта не смог вернуться из Америки в Армению. И паспорт ему вернули тогда, когда уже власть, коммунистическая власть, гарантированно передали комитету Карабаха, то есть правительству войны, военному правительству. А ты сам сказал, что Хайрикян говорит, что нам надо бороться вместе с Азербайджаном за демократию, за независимость, а как потом две демократические страны, посидим и поговорим, пусть будет это 5 лет, 100 лет или 200 лет, но главное, чтобы без капли крови, цивильно, как две соседи. Есть, да, недопонимание в каких-то вопросах, но мы, как цивильные люди, как цивильные страны, соседи, должны это решать. И, к сожалению, до сих пор эта травля против Хайрикяна есть. До сегодняшнего дня есть, потому что Хайрикян для КГБ, для ФСБ не то что опасно, а просто угроза. Потому что Хайрикян это настоящий политик, потому что Хайрикян это легенда
армянского народа, и все еще думающие люди какие-то имеют надежды с Хайрикяном. Хоть он до сих пор изолирован, и продолжается черный пиар во всех сферах, во всех сферах. Георгий, Да, еще я на один вопрос не ответил. Что могут делать Алиев и Пашинян? Я не возьмусь это догадать, что они могут сделать, но я знаю, что они не то, что могут сделать, они всего лишь должны делать свои обязанности, которые констатированы в конституциях Армении и Азербайджана. Если они это будут делать, все будет уже окей. ты считаешь, что они должны встретиться, да? Я не считаю, Без посредников. Я многократно, даже я во время войны, это личное письмо написал Пашиняну и предлагал: забудь, оставь все в сторону и поговори с своей коллегой Азербайджана. Но я не получил ответ. Потом я неоднократно обратился к тем же требованиям, что надо поговорить друг с другом без посредника. Без посредника. Без посредника. Надо, если помните, во время войны, это мое письмо, открытое письмо, да, сколько раз я там пишу слово «говорить». Надо говорить, 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 говорить до того, пока не будете говорить на одном языке, на языке взаимопонимания. Конечно, надо говорить. И очень рад, что на днях это премьер-министр Грузии объявил о готовности медиации, прямых встреч наших лидеров наших стран. Георгий, мы сейчас придем еще в сегодняшний день и в будущее, но я хочу еще, я не могу не поговорить о Текалинском процессе, который ты и твои соратники инициировали. Этот Текалинский процесс, знаешь, для меня удивительная часть этого, всей этой идеи, да, это много там моментов есть, но мне очень нравилось, что ты организовал все это в азербайджанском селе, в Грузии, то есть это грузинское село, но там больше живут азербайджанцы. Не большинство, а все живут азербайджанцы. Это на границе еще с Арменией, с Азербайджаном. Ты выбрал очень такое символическое место. И как армянин ты поехал туда, сломав еще один стереотип, что азербайджанцы могут не принять армян. И фактически создал в азербайджанской деревне целое движение за мир, которое финансировалось не только какими-то фондами, но и финансировалось и жителями, самими жителями этой азербайджанской деревни. То есть они все это организовывали, участвовали, еду давали, кровь давали. То есть все это превратилось в то, что я лично не находил во многих конференциях и мероприятиях, которые обычно организовываются так называемым гражданским сектором в наших странах. Но это было именно как тебе сказать, хорошо есть такое слово по-английски, grassroots. То есть это движение имело свои корни в простых людях, в народе. Ты, конечно, приглашал интеллигенцию, философов, поэтов, писателей, политологов, экспертов, но там было очень много, большинство были простые люди, жители этой деревни, жители Армении, Азербайджана, Грузии.
Что для тебя Текалинский процесс? И он мертв или он живет и будет жить? Значит, в 2007 году, как уже сказал, уже это начался страшное давление. Но уже 2008 года, после августовской российско-грузинской войны, наш регион колоссально изменился. В Армении уже невозможно было работать. У нас до этого, до Текали, был шестисторонний формат. Армения, Грузия, Азербайджан, Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах. Уже в 2009 году я созвал наш формат в Ереван и предлагал, что надо распускать этот формат, потому что после, особенно августовской войны, и Абхазия, и Осетия, и Нагорный Карабах под тотальным контролем ФСБ, спецслужб вообще, и в этих условиях невозможно работать. Большие проблемы в Армении. Есть кое-какие, не так уж большие, но тоже весовые проблемы в Азербайджане. Надо нашу деятельность перенести в географический центр Южного Кавказа со стороны Грузии. А географический центр Южного Кавказа – это, оказывается, деревня Текали, КВМО Картлинского региона, как в Текали, так и в соседних всех деревнях стопроцентное проживание только этнические азербайджанцы. Ну, конечно, эта идея поддержали мои коллеги Абхазии, Осетии, Карабаха пониманием подошли от этого, на это. Мы дали пресс-конференцию, что это последняя пресс-конференция шестистороннего формата о распуске, об новой инициативе Армении, Грузии, Азербайджана на стыке границ Армении, Грузии, Азербайджана. Журналисты в Армении и в Грузии, и в том числе и Азербайджане, реагировали как хорошие идеи, но утопии. Никто не верил, что это возможно. Да, никто не верил, что это возможно, потому что все это посмотрели на это, обыкновенные обыватели тоже, да, смотрели на это, ну как может армянин там что-то делать, ну это азербайджанцы там. Я по этим деревням ходил, я сразу в Текали не поехал, по этим деревням я ходил. И пошел в Текали. Я стучился. Двери всех домов Текали, представили все. И услышал «Хош Гаррисен». Раз такие у вас намерения. Что касается финансирования Текали. Нам Текалинский процесс финансировал только один фонд, и при том очень символический, очень маленькая сумма. Это мы всегда на нашем сайте это размеры финансирования поставили. Могут все посмотреть, там, можно сказать, это полуфинансирование были. Ну, допустим, что касается финансирования, на самом деле финансировали, но не финансовые вложения сделали. Как Текалинский процесс взял обороты, ну, у нас по проекту, по нашему бюджету, у нас возможность 10 человек из Армении, 10 из Азербайджана, 10 из Тбилиси, из Грузии пригласить. Но день за днем, и так как это однодневная эта инициатива, был слушание, и потом разные мероприятия, то есть люди утром приезжают, поздно вечером идут, то есть они должны есть, кушать, да? А бюджет на 30 человек. И, боже мой, я когда вижу, что там уже 100-200 людей, я думаю, как будем их кормить?
И после слушаний, когда мы идем, видим, это открытый стол на 200 человек. Это жители Текали, сами Ну откуда они из азербайджанцы, неба сами. же? Да, сами, это всё потому что я передал координатору на 30 человек финансы на продукты 30 человек. А там открытый стол на 200 человек. То есть, а откуда остальные люди, которых мы не приглашали? Потому что это, во-первых, был открытый формат. Там не надо было прийти, представиться, там это какой-то протокол или что. Кто хочет, приходит. Заранее мы объявляем. А это те люди, которые сами за свой счет из Баку, из Гянджи, не знаю, из еще каких городов Азербайджана, из Еревана, из Гюмри, из Ванадзора, из Армавира, из Иджевана, да, за свой счет на своих машинах или на такси, или не знаю на что, сами приезжают туда. То есть это те люди, которым не безразлична их судьба. А распоряжаться своими судьбами эти люди видели в Текали. И такая инициатива, где уже люди сами выступали. То есть это первая фаза, то, что мы сделали в Армении, и через наших азербайджанских партнеров эта подача была в Азербайджан, да, в виде дневников, статей, там, интервью, пресс-конференции, брифинги, что они делали в Армении. То есть, когда в Армении закрылся уже все возможные это площади нашей деятельности, уже когда не было кислорода для работы, ну, мы поехали в Текали. Те люди, про которых вы говорили, что позавчера вам приняли, а потом ушли. Ну, я не обвиняю этих людей, потому что я на людей не хочу смотреть как героев. Они обыкновенные люди, они не должны пожертвовать собой, своей семьей или что. Потому что мы, это условно, что независимые республики, мы развалился Советский Союз, мы сейчас беженцы Советского Союза. То есть это те люди, которые хотят что-то делать. И которые не только хотят что-то делать, начали делать. Это была альтернатива военно-патриотического пропагандического машины. Была какая-то единственная альтернатива. Потому что однобоко официальный Ереван говорит и официальный Баку говорит. И подражают это общественные структуры, политологические и остальные структуры, медиа, не знаю чего. А это альтернатива была. Но эта альтернатива, она в какой-то момент, если я правильно понимаю, даже в Грузии начали на нее смотреть как на опасность, потому что поймали вашего координатора, да, в Грузии, Мушвиля. Это потом. Это потом случилось. Это потом его арестовали, но было это страшное нападение на его дом. То есть сегодня он в тюрьме. Да. То есть сегодня он в тюрьме, но мне, знаешь, что интересно? Мы еще поедем в Текали, в дороге поговорим и, надеюсь, увидим его семью. Но мне вот интересно, вот его поймали, это было вот сейчас какой-то все-таки новый период, да, то есть новая надежда на то, что, и ты сам сказал, что сегодня в эти дни премьер-министр Грузии также выступил с инициативой того, чтобы быть медиатором между Алиевым и Пашиняном.
То есть, как ты считаешь, в этой новой ситуации, может быть, и Грузия, и Армения, Азербайджан, все-таки и региональные силы, все-таки, может быть, есть надежда на то, чтобы восстановить этот миротворческое движение и Тикалинский процесс? И в этом смысле, может быть, есть и шансы на то, чтобы освободили вашего координатора? Это просто очень мягко так говорить. Наш координатор, местный локальный текалинский координатор, это не так. Так, но Мушфик Намазов это было, кроме координатора, местного локального координатора, это была душа, сердце текалинского процесса. Мушфик Намазов это обыкновенный деревенский парень, фермер, который для меня номер один миротворец среди тех, кого я знаю, миротворцев, про кого я читал или в фильме посмотрел. Это истинный миротворец, это душа Текалинского процесса. Я не говорю, была душа, это душа Текалинского процесса. Вот твой вопрос, это умер Текалинский процесс? Нет. Текалинский процесс это обязательно будем восстанавливать. Но моя первая задача, мне очень трудно сегодня говорить о миротворчестве, очень трудно говорить обо всем, потому что и день, и ночь в моих мыслях, что миротворец под арестом. Я не знаю, там какое уголовное дело, сделал он или что-то. Это такой регион, это другое пространство, это в Грузии, там это Техас Южного Кавказа. Там всякого могут это арестовать, предъявить обвинение или что. Но Мушфик Намазов, его двое сыновья, его брат, уже начиная в конце 2013-2014 года уже были под мишенью. Все время это какие-то проблемы с правовыми структурами, силовыми структурами, начиная с местной участковой до региональных шишек Картинского региона. Недавно, после двухгодичного ареста, из тюрьмы вышел старший сын Мушфига Намазова. И для меня непонятно, это какое там дело. Там я очень хочу, я буду сейчас у меня нет никаких возможностей, но сейчас моя задача начинать процесс защиты Мушфика Намазова, найти независимых адвокатов, потому что у меня очень большие сомнения на адвокатов Мушфика, его семьи вообще. Я думаю, что чтобы этот процесс нашли. Но до этого ареста, значит, была атака спецслужб Грузии на дом Мушфика Намазова и перевернули весь дом. Целый день искали в доме. Ну, понятно, искали улики. Какие улики? До этого по армянскому телевидению по общественному телевидению пошла такая передача. Мол, Мушфик Намазов подкупил Георгию Ваняну, в виде взятки дали ему 4 гектара земли, и взамен Георгий Ванян, а Мушфик Намазов это агент спецслужбы Азербайджана,
и показывает его фото по армянскому телевидению из Текалинских слушаний, мое фото. А Георгий взамен это наивных сельчан, приграничий с Азербайджаном людей, мол, за диалог, за мир, таскает их туда в Текали, а Мушфик Навмазов, в свою очередь, их вербует в пользу спецслужб Азербайджана. Такое было по общественному телевидению, потом все телевидения Армении показали, региональные телевидения показали. И в день официального визита президента Армении Сержа Саркисяна в Тбилиси с утра где-то 60 офицеров спецслужбы нападают на дом, окружают дом Мушфика Намазова, перевернули там все, даже курятник обыскали. Ну, понятно, что там искали, да, на предмет предательства или не знаю чего. Избивают матери Мушфика, жену Мушфика, потом приходит брат, брату избивают, соседями избивают. И люди, которые просто спросили, почему так поступаете с пожилой женщиной, их арестуют и предъявляют это обвинение в неподчинении правовых органов. Георгий. Даже, извиняюсь, уголовное дело открывает против Мушфика Намазова и своих двух сыновей, которые в это время были в городе Марнеуле, дома не были. И после этого уже какие-то загадочные инциденты, арестуют сына Мушфига, арестуют Мушфигу и дали 8 лет срока. Георгий, интересно, знаешь, вот я слушаю тебя, да, на самом деле я сам работал во многих международных организациях, и все время как бы складывалось такое впечатление, ну, по крайней мере, у международных экспертов, что типа вот Азербайджан был против мирных инициатив, потому что это нормализировал бы статус-кво, с которым Азербайджан не был согласен. А вот Армения, как бы она не была против мирных инициатив. Это было в интересах Армении. И на самом деле твои рассказы показывают совсем другую. Вся история твоей жизни последние 10-15 лет совсем другую картину на самом деле показывают. Почему я опять к этому возвращаюсь? Смотри, да, я хочу сейчас, чтобы мы в завершении нашего разговора поговорили о будущем, но прекрасно помня, понимая и имея в виду тот опыт, который уже у нас есть. Да? То есть все, что у тебя там происходило, и не только у тебя, мы хайрикяне говорили, мы таких примеров много. Да? То есть каждый раз, когда в Армении кто-то говорил за мир, что-то хотел в этом направлении делать, это не получалось. В Азербайджане были трудности. Ну хорошо, сейчас все-таки, я надеюсь, я не знаю, есть возможность, ну, любая война, и когда баланс сил меняется, это все равно какой-то шейк-ап, да, то есть есть ли у нас шанс, чтобы после следующих 20-30 лет, чтобы у нас не началась еще одна война? Что ты как Георгий Ванян, думаешь, что вот нужно сделать в этом направлении? Как избежать тех ситуаций, которые у тебя были, которые, не знаю, были у других людей, которые выступали со здоровыми инициативами, со здоровыми политическими программами, как в свое время, например, Хайрикян, правильно, в Армении?
То есть поделись вот, основываясь на свой опыт, да, поделись с нами мыслями, которые ты считаешь, что главные игроки и правительство Армении и Азербайджана, и общество, и разные, не знаю, интеллигенция, бизнесмены, молодежь. Как мы должны к этому подходить, чтобы мы вышли из этой ловушки, в которую нас в конце 80-х годов просто посадила КГБ Советского Союза? Я очень уверен, что совместными усилиями мой, твой, других наших коллег, освобождение от ареста Мушфика Намазова, это будет знак уже старт восстановления Текалинского процесса. Текалинский процесс, да, обязательно восстановить. Но пока есть эта проблема у меня в голове. Следующее. Можно сказать, прямо сразу после войны я неоднократно обратился к Пашиняну и Алиеву, чтобы открыть границы, дать возможность людям общаться. Даже я предлагал визовый режим, чтобы было, чтобы заранее люди онлайн заполняли заявку, чтобы уже оба стороны знали, кто идет, кто не идет. Да. То есть далее ответ был в общественном гражданском плане такой: еще наши народы не готовы на это. А это что означает не готовы? И вообще, кто заставляет кого-то из Армении ехать в Азербайджан и из Азербайджана в Армению? Это человек сам решает, ехать или не ехать. Говорят, есть проблема безопасности. Это означает, что мы говорим власти Армении и Азербайджана: пожалуйста, бездействуйте, потому что если гражданин Армении приедет в Азербайджан, будет вопрос безопасности. А какой вопрос безопасности будет, если наши власти будут заниматься своими делами? Да? А номер один дела – это обеспечение безопасности. То есть это тоже фактор. И мой ответ был такой: это анекдот советского времени. Это из психушки пишут письмо домой, что вот здесь уже спортом занимаемся, плаванием. Вот наш тренер нам обещал, как будем хорошо плавать, уже в бассейн нальют воду. Это то же самое. Я предлагал, чтобы поменяться консульствами, чтобы в Армении был консульство Азербайджана, в Азербайджане консульство Армении. Даже там есть психологический элемент. Если в Баку на каком-то здании, который консульство Армении, будет флаг Армении, и в Ереване флаг Азербайджана, это уже психологический настрой наших граждан, что все, начинается примирение. Флаг Азербайджана в Ереване, флаг Армении в Баку. Да? Ну хорошо, если не так сразу, ну пожалуйста, возьмем Иджеван Газах. Пусть не постоянно открыты будут эти границы до мирного договора, ну пусть конкретные дни будут. Неделю раз или неделю два раз, месяц два раз, не важно. Но я уверен, вот это взаимное посещение, кроме того, что будет ломать всякие стереотипы, но и это будет социальная, гражданская поддержка наших граждан, наших правителей. Ну, хотим, давайте, шевелитесь, давайте там решайте, да, что-то.
На вопрос, что делать. Даже если бы я не знал, что сделать, очень многие граждане Армении и Азербайджана обязуют меня делать это. Кроме открытых посланий в виде комментов на мои этих посты насчет открытия границы, даже большинство не просит меня, а требует от меня, чтобы наконец-то открыли эти границы, наконец-то организовали взаимное это посещение, свои родные места, свои встречи с соседями, посещение на могиле родных. И армяне пишут, и азербайджанцы пишут. Это уже социальный заказ. Да, это уже социальный заказ. Прямо в нашем эфире я тебе говорю, давай возьмемся за это дело. Я надеюсь, что нашу передачу смотрят и в Ереване, и в Баку, и представители правительства Армении, Азербайджана, и простые люди. Я думаю, что это надо с двух сторон начинать. То есть, чем больше будет такого желания с армянской, с азербайджанской стороны, я думаю, что тем сложнее будет и для Баку, и для Еревана игнорировать это. Уверяю, очень большой. Кроме этого, мы можем это организовать сами, мы это все. Имея согласие этих людей, мы можем это сделать репортажи, как принимают соседи, допустим, бакинцы как принимают бывшего бакинца. Бакинских армян. Давай не скажем бакинских армян. Своего соседа бакинца. Как принимают. Вообще, что там творится. Или как ереванские соседи это принимают своего ереванского соседа, этнического Азербайджана. И когда будет процесс, этот процесс уже каждое посещение, каждый репортаж, это будет один, но очень твердый камень настройки мира. Кроме этого, уже я уверен, у меня очень большие круг общения с армянами и с азербайджанцами через Текали. Эмин, в нашем чертовом конфликте намного больше человеческие поступки, чем военные преступления, чем зверские поступки. Но почему-то в наших глазах, в наших ушах только зверство, только преступления. Но эти истории есть, эти люди есть. И как мы начнем эти процессы, мы будем уже люди будут открыто говорить об этих процессах, об этих историях. Потому что позавчера или до сегодня это запрете об этом говорить. Тоже в узких кругах говорят, близких и надежных людях говорят эти истории. Когда эти посещения будет, у нас откроется второе направление. Мы будем рассказывать в наших обществах эти истории. Как здесь или там, как армяне помогали азербайджанцу, как азербайджанцы помогали армянину. Потому что, как один из участников войны, Первой войны, который много чего потерял, если не говоря, что потерял главное,
он со мной в беседе говорил, да в конце-то концов есть в мире одна единственная национальность. Это добропорядочный человек. Это добропорядочный человек и в Азербайджане, и в Армении. Но почему-то мы видим, мы слышим голоса недобропорядочных пропагандистов. Надо слышать голоса вот этих добропорядочных людей, у которых есть судьба, у которых есть поступки, человеческие поступки. И на эти человеческие поступки надо создавать альтернативная атмосфера. Георгий, огромное тебе спасибо. Я хочу именно на этой позитивной ноте, полной оптимизма. И на самом деле это такое, программная идея, которая очень осуществима. То есть на самом деле и ты, и любой, кто слушает нас, может начать это делать. Я надеюсь, что и в Баку, и в Ереване все-таки в правительствах наших двух стран поймут, что необходимо дать шанс нам самим, этим двум обществам, начать этот процесс. Я благодарю тебя за твое время, за твои мысли, за твое мужество, за твою неординарность, за все, что ты делал, делаешь и будешь делать. Спасибо тебе, Георгий. Спасибо тебе, дорогой Эмиль. Будем делать. Просто не надо сдаваться. И все будет хорошо.